Всем привет, друзья! Сегодня с вами Тури. Мы находимся в военно-морском парке в Сеуле. И сегодня будем смотреть на современные боевые корабли. Пошли! Прежде всего отмечу удобное расположение. Находится парк в центре Сеула на реке Хан. Основных экспонатов здесь 3. Подводная лодка, патрульный катер и фрегат «Сеул». Для того, чтобы попасть в музей, нужны билеты. Их можно заранее заказать в интернете или воспользоваться каким-нибудь туристическим пассом. А еще можно купить прямо на месте, заплатив наличными или картой. К слову, цены на билеты во всех корейских музеях весьма демократичные. Здесь, например, всего 3000 вон с человека. Это $2. На входе немного обязательной туристической клюквы. Шапочки, кофточки. Цены здесь тоже, кстати, весьма невысокие. Внутри музея мы встречаемся с первым экспонатом. Это подводная лодка класса Долгурая. В 1985 году корейцы принимают решение создать свой собственный подводный флот. И для этого заказывают серию сверхмалых подводных лодок. Несмотря на небольшую длину и общую игрушечность, это вполне себе настоящий боевой корабль. А я вытягиваюсь легко. Да? Подушку и все. Длина подлодки 25 метров. Максимальная скорость 16 узлов. Из вооружения на борту 2 торпедных аппарата калибра 406 мм. А вот что было настоящим плюсом, так это реально работающий перископ. При детальном рассмотрении видно какую-то часть берега. Вообще, первый раз пользуюсь таким интересным устройством. Чтобы добраться до второго экспоната, нужно подняться на второй этаж. Ну а перед этим, конечно же, фоточки. Патрульный крейсер класса Чамсури был построен в 70-х годах и эксплуатировался в ВМС Республики Корея. Основной задачей этих катеров было уничтожение возможного десанта со стороны Северной Кореи. Первым делом поднимаемся на мостик. Здесь всякая аппаратура, ручки управления двигателями, и еще можно покрутить штурвал. Лево на борт, право на борт, полный вперед. А теперь посмотрим, что там на палубе. Мне лично очень понравились вот эти здоровенные пушки калибра 20 мм. Самый настоящий миниган. Ух! Наверху есть небольшая ходовая рубка. Там установлен штурвал, бинокль и компас. Спускаемся на нижнюю палубу. Здесь небольшой музей, посвященный ВМФ Кореи. Различные модели кораблей и показывают кино. В целом, интересно. Поднимаемся обратно на палубу. И здесь главный калибр корабля. Сдвоенные 40-мм орудия Бофорс. Выглядят весьма внушительно. Все вооружение установлено в таких симпатичных башенках, но, к сожалению, попасть внутрь нам так и не удалось. Фу! Мне контент не даешь снимать. Ну, тебе какая-то гадость сидела. Ну что ж, пора спуститься вниз и осмотреть главную достопримечательность – фрегат «Сеул». Этот корабль класса «Альсон» был построен в 1985 году, так же, как и его 9 сестершипов. Он был заложен на верфи Hyundai Heavy Industries. Его длина 104 метра, а водоизмещение достигает 2200 тонн. Начнем с рубки. Она небольшая, но содержит все необходимые приборы управления кораблем. Сзади стол с картами. С палубы открывается величественная панорама Сеула. А вот это, кстати, радар воздушного обнаружения. Заметь, что работает до сих пор. Корейцы на чеку. Вооружение корабля весьма разнообразное. 3 уже знакомых нам башни с 40-мм шведскими Бофорс представляют здесь вспомогательный калибр. А вот главный калибр — 8 установок американских противокорабельных ракет «Гарпун» в транспортно-пусковых контейнерах. Из противолодочного оборудования 6 торпедных труб с торпедами Blue Shark и 12 глубинных бомб. Противовоздушную оборону гордо несет установка ПВО «Мистраль». Правда, всего одна. На носу установлена итальянская 76-мм пушка «Милара». Таким образом, небольшой корабль способен удивить любого более крупного собрата своей боевой мощью. А я теперь знаю, почему папай ходил вот так. Потому что у них очень узкие, они такие так не спускаются. Да. Потом ты привыкаешь вот так ходить. Настала пора отправляться во внутренние помещения, в которых жили и работали 186 моряков. На этом этаже представлены офицерские каюты, помещения для гостей, а также отдельная женская каюта. Все сделано для удобства. Есть парикмахерская, рабочая мастерская,
и помещение с современными стиральными машинами. Матросы спали не в гамаках, а в специальных капсулах со шторками. На носу и корме обнаруживаем артпогреба с 40 и 76 миллиметровыми снарядами. Именно отсюда и выполняется питание орудий в башнях. Поблуждав немного по коридорам, попадаем в БИУС – Центр управления вооружением. Здесь нет иллюминаторов и, возможно, стены бронированы. Также есть дублирующие органы управления кораблем. Все надписи выполнены на английском языке, который, по всей видимости, был обязателен к изучению на флоте. В целом, корабль произвел на меня весьма благоприятное впечатление, а музей очень понравился. Если будете в Сеуле, обязательно сходите. Чтобы обойти все экспонаты, понадобится не более часа, а удовольствие получите огромное. Ну что ж, наша экскурсия подошла к концу. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ждем вас в следующих видео. Пока!